обычным пацаном, без вредных привычек за спиной. Я не знаю, что со мной произошло, но все равно иду я за своей мечтой. И я знаю, что когда-нибудь все настрельнет, и я оторвусь, брат, вместе с тобой. А пока что пойду на знакомый гараж, ведь я прожигаю молодость. Прожигаю молодость. Прожигаю молодость. Прожигаю молодость. Прожигаю молодость. Что ж, начало было весьма эпично. Ни для кого не секрет, что Carbon — это официальное продолжение Most Wanted 2005. И в этом видео мы попробуем разобраться, чем так хорош Carbon, за что его любят, и узнаем недостатки. Я, конечно, все понимаю, но вот это я не могу объяснить. И это после всех наших страданий в Most Wanted. Прекрасно. Блеск. Уважаемые разработчики, перестаньте так делать. Nikki's good. Just listen to her. And I'll stick around and I'll help out and make sure she's not too hard on you. Okay, come on, let's just get this over with. Итак, это обучение. Главное нововведение Карбона — это напарники, которые будут помогать вам по ходу гонки. Само обучение пройти не составляет особых усилий. Ах да, здесь есть один смешной момент. Итак, напарники бывают трех видов: блокеры, скауты, драфтеры. Блокеры могут таранить противника. Весьма полезно, если вам надо кого-нибудь выкинуть с дороги. Также они позволяют занять вам первое место. Драфтеры могут ускорить вашу машину. Если хотите оторваться от соперников, драфтеры будут незаменимы. И, наконец, скауты, которые показывают короткие пути. Вначале скауты могут быть очень полезными, но ближе к концу вы уже узнаете все срезки. Это все обучение. There, that's all you need to get started. I'm done wasting my time on you. Later, Neville. Well, guess it's just you and me. Let's go find some trouble. So you've been gone a while. You're out in Rockport, huh? Man, a lot has changed since you took off. There are tons of crews in this town. Everywhere, man. Crazy. Dispatch, possible code 6 just flew by me. I'm moving up, see if I can ID him. Look out, cops! I need a hand with this vehicle. 1044 on my position. Watch this. Coffee grinder, baby. И больше мы не увидим такого же крутого Невилла. Копы были перенесены из Most Wanted и почти не подверглись изменениям.
Тут даже интерактивная музыка та же. Но здесь копы уже не играют такую важную роль, как в Most Wanted. Теперь, чтобы пройти игру, не обязательно с ними устраивать бойню. После короткой погони мчимся к Невиллу. Darius gave you the safe house. You can use it to fix your car or chill out when the heat's on. You need a wingman, and it looks like I'm it. Let me show you inside. Итак, Невилл присоединился к нам в команду. Теперь нам нужно выбрать свое лого и придумать название. Придумайте себе название, какое-нибудь оригинальное. Например, «Да». Это гонка по чекпоинтам. Вам нужно за время успеть добраться до финиша. Чекпоинты дают вам дополнительное время. В таких гонках важно только водить аккуратно и как можно быстрее. Отлично, мы заработали себе на доширак. Yeah, I heard you were in town. Go back where you came from. Несмотря на угрозы, мы с Невиллом продолжали побеждать в гонках. Кстати, вы можете брать с собой только одного напарника. И признаюсь честно, гонки здесь куда более эпичные, чем в Most Wanted. Потому что здесь вы состязаетесь не с обычными гонщиками, а с бандами. Да, именно с бандами. И здесь мы видим главную фишку Карбона, а именно захват территорий. Территории захватываются по мере прохождения гонок и открывают вам новые машины. Учтите, что другие банды попытаются захватить вашу территорию, и вам придется отбиваться. С помощью карты мира вы можете переместиться в любую гонку. Выбираете ту, что вам по душе, и начинайте. Прохождение гонок дает вам деньги и не только. Вообще, что такое территория и с чем ее едят? Вот, смотрите. То, что я показываю, это территории, захваченные мной. А все остальное принадлежит другим бандам. Вообще, сам Палман-Сити поделен между 4 бандами. А именно 21-я улица, Короли Фортуны, Бусидо и Крапленные. Для того, чтобы вызвать главаря на дуэль, вам нужно захватить весь его район, и только тогда он соизволит бросить вам вызов. После победы район окончательно станет вашим. Но помните, что банды не оставят это просто так. You think you're making a name for yourself? Keep racing through my territory and I'll waste you and your reputation. После такого я решил, что надо бы проапгрейдить машину. Здесь-то нам и поможет кастомизация. Производительность. Здесь вы можете улучшить ходовые характеристики вашей машины, а именно максимальную скорость, управление и ускорение. Устанавливайте все, что вам по душе. Убедитесь, что у вас достаточно денег. Бесплатный сыр только в мышеловке. В Карбоне впервые появилась такая система, как автоскульпт. Вы можете придать машине более уникальный стиль. Например, изменить высоту или ширину спойлера. Но для полного счастья вам нужен напарник по имени Сэл. Вы его встретите по мере прохождения карьеры. Ну а если вы не хотите возиться с автоскульптом, вам поможет другой рынок. Здесь вы не можете изменить запчасти машины по своему хотению. Просто выбирайте и все.
Ну и куда же без стайлинга? После весьма скудного стайлинга Most Wanted здесь можно разгуляться по полной. Покраска колес — это важно. И прочие приблуды типа тонировки, высота машины. В начале карьеры вам доступна лишь малая часть всего имеющегося в игре. Все остальное вы открываете по мере прохождения. Помимо гонок и погонь с копами, есть еще кое-что. В карьере, если долго стоять на чужой территории или кататься по ней, то банда пришлет к вам смельчака. Вы можете как принять его вызов, так и послать на 3 буквы. Я никогда не отказываюсь. Выбираете маршрут и в путь. Победив, вы получаете награду. И тут мы приступаем к самым атмосферным гонкам карбона. Дуэль. В отличие от гонок, здесь у вас нету ни закиси азота, ни замедления времени. Здесь решает чисто ваш скилл. Дуэль делится на 2 раунда. Вам нужно как можно ближе прижаться к оппоненту или обогнать его, чтобы собрать очки. Во втором раунде то же самое, только теперь уже вы убегаете от оппонента, и он должен забрать все ваши очки. Будьте крайне осторожны. Замешкайтесь на секунду или совершите оплот. Начинайте все сначала. Как и в Most Wanted, здесь есть испытания, которые позволяют открыть новые машины, запчасти и спойлеры, ну и новые наклейки. Вкратце пробежимся по погоням. Чтобы устроить погоню, достаточно встретиться с полицейской машиной. Копы сразу же начнут за вами погоню. Погоня завершается, если вы сбегаете или вас арестуют. Копы постараются остановить вас любыми спецсредствами. Узнать о их намерениях достаточно лишь послушать рацию. В левом нижнем углу показывается статус погони, который накапливается со временем. Помимо статуса погони, в верхнем правом углу вы можете заметить еще кое-что. Если это заполнится, вас арестуют. А это если сбежите. Вы также можете наблюдать число вызванных копов, число разбитых копов, а также время погони. Так как же бороться с копами? На самом деле все проще, чем кажется. Вам нужно сбивать такие объекты. Они называются прерыватели погони. Наносят серьезный урон. На карте они выглядят как треугольники. Как я и говорил раньше, копы перенесены из Most Wanted. Однако они не используют вертолет, но он появляется при поимке. Вернулся дрифт, которого не хватало со времен андерграундов, и здесь он стал, как по мне, еще приятней. Из отдельного хочется упомянуть карточки. Карточки зарабатываются по мере прохождения игры. Для того, чтобы получить карточку, вам нужно выполнить определенные условия. Одна карточка содержит в себе 4 условия, которые вы должны пройти. Например, это требует, чтобы я прошел 50 гонок в карьере, 10 вызовов, открыл все гаражи и протаранил 25 полицейских. Кратко о машинах. Машины делятся на 3 класса и 3 уровня, а именно тюнинг, маслкары и иномарки. Итак, настало время выделить все плюсы и недостатки. Из плюсов: а из минусов: я пытался затронуть основное этой игры. Если я что-то упустил, напишите в этом комментариях. Вывод:
Если вы поклонник аркадных гонок, то я настоятельно рекомендую вам поиграть в эту игру. Вы не пожалеете. С вами был Old Games Cut. До новых встреч.